Привет! У меня уже такое новогоднее настроение. И как всегда, выходной я люблю чем-нибудь заняться. Ну, не сидеть же просто так. В общем, сейчас у меня план приготовить печенье. Хочу ванильное песочное печенье. Мне кажется, это как раз как новогоднее, такая, как отсылка к Новому году, уютному вечеру. И так что сейчас идем готовить со мной печеньки. У меня тут уже все готово. Масло я уже такое, оно мягкое, какое-то вообще обычное. Яйца я последние 3 яичка достала, которые у меня там остались. Я тут подготовилась, в общем, уже сахарок у меня есть. Обязательно беру ваниль и, мука. Все, а здесь я буду замешивать. Сначала бью яйца. Потом в яйца буду добавлять сейчас уже талое такое масло. И его нужно будет перемешать вместе. Но я, конечно, еще, если честно, добавила... я как бы сразу сюда буду добавлять и сахар, и ванильку. Вот, сейчас все это размешать и сахар сюда добавить. Сахара я тут где-то ложки 3, наверное, насыпаю. В общем, где-то так. Все размешиваю, и далее просто добавлю муку, и, собственно, все. Ничего особенного, обычный рецепт, я не знаю, наверное, его умеют готовить все, готовить каждый. Что тут ничего сложного нету, такой простейший рецептик. Вот у меня такое вот получается, такое, не знаю, что это. Ну, в общем, типа, почти тесто. Сейчас добавлю муку, и все получится красиво. Вот. И так до консистенции, которая меня будет устраивать. Как только будет похоже на то тесто, которое можно раскатать и, соответственно, сделать с него печенье, меня это уже как раз и устроит. Ну вот такого плана теста мне вполне устраивает. Сейчас я его раскатаю и буду делать печенюшки. Ну все, думаю, все так умеют делать. Берем кружку и поехали. Люблю именно крупные печенья, чтобы они прям круглые, большие были. И потом покажу, как я люблю их упаковывать. Если, например, иду в гости, люблю там взять с собой печенье, да, и очень нравится, когда оно красиво упаковано. Ну вон они, красавчики, готовятся уже. Мои вкусные печеньки. Вот они, мои красавчики. Так, здесь мне больше нравится. Ай, какая она горячая. Такая интересная. Достаточно сложно вот на самом деле рисовать глазурь. Я вот представляю, как прянички делают. Значит, по идее вообще суть понятна. Наносишь и вот аккуратно наносишь. Тут главное аккуратно нанести. Но я думаю, в другой раз я возьму несколько тонов и попробую что-то изобразить. Посмотреть ролики, как правильно это делать. И может быть у меня получится. Так, продолжаем красоту наводить. Красивая печенька. Ну, этот, конечно, самый красивый. Самое красивое печенье это вот. И вот эта вот лепешечка. У меня просто осталось немножко.
Сейчас я ее сделаю красивой. Сделаем глазки и улыбку. Ой, господи, прости. В общем, так, ладно, отойди отсюда, страшненький. Так. Заодно сейчас посчитаю, насколько печенюшек примерно хватит такой глазури. Классные, мне нравится. Ну вот, на такое количество печенья у меня хватило глазурьки. Вообще, на самом деле, мне понравилось так расписывать. Можно несколько тонов взять, там 2-3 цвета, и красиво расписать. В принципе, вполне себе красивенько, аккуратно получается. В конце у меня начало получаться более аккуратно, конечно. Что называется, руку набила. На Новый год, думаю, все-таки я возьму глазурь и печенюшки сделаю. А вот так ленточкой я люблю перевязывать печенье, когда я иду в гости. И у меня, кстати, нашлась такая же голубенькая, какая-то немножко бирюзовая ленточка. И вот так мило получилось. Теперь можно смело идти в гости к подружке. Ну вот, напекла печенье, теперь довольная сижу. Можно подружку в гости звать. Так быстро день пролетел, что как будто бы даже сделать ничего не успела. Но все равно люблю вот такие уютные вечера. Я вообще сладкоежка, и у меня всегда к чаю что-нибудь есть сладенькое. Я тут все на елку свою смотрю и думаю, может быть, все-таки еще чем-то ее украсить, может что-то еще придумать, какой-то декор. А с другой стороны, такое чувство, что мне этого достаточно. И вот вроде казалось бы, игрушек здесь мало, и как-то они вроде как будто скромно смотрятся. Все-таки я в душе минималист, я это уже поняла. И теперь мне как-то стало даже проще осознавать некоторые вещи, что я не люблю лишний декор, не люблю много вещей, люблю, чтобы все в достатке было, и как бы это классно. Вот попробовала все-таки глазурью украсить печенье. Однажды я уже это пробовала, а у меня ничего не получилось, потому что я готовила ее сама. И такое чувство, что где-то в рецепте я допустила ошибку. Потому что у меня какая-то непонятная жижа получилась вместо нормальной глазури. Поэтому в этот раз я не стала рисковать их делать сама. Думаю, пойду лучше куплю. А мне тут еще бабушка передала с Сибири шишки настоящие. И прямо мне вот сейчас вспомнилось сибирская зима. Вообще не знаешь, печаль такая в душе. Ну вот как? Кедром пахнут. Такие классные. Ну вообще, буду щелкать орешки. Наверное, мне тут на весь вечер хватит. Бабушка постаралась, целый пакет передала мне. Вот такие, не знаю, сибирские гостинцы, что ли. Ай, что-то так захотелось, знаете, на горке прокатиться, что прям ледяная горка, летишь с нее на санках. Захотелось прогуляться вот где-нибудь на окраине города или деревеньки, где частные дома, снег на крышах, дорожка протоптана, и снег хрустит под ногами, чтобы вот прямо для души была вот такая прогулка. Люблю, конечно, свою Сибирь. С какой-то грустинкой в душе вспоминаю свой дом. И с удовольствием бы сейчас, если бы не пандемия, съездила бы к родственникам. Не знаю, прогулялась бы по снегу. Там просто в лес заходишь, чистый снег, он белый, на солнышке блестит. Солнце, всегда утром солнце, днем солнце. Ох, как же я скучаю. И сейчас вспомнила, возле моего дома там находится курорт Ангара, и там белочки все время, ну зимой, конечно, они голодные, и все время там на руки зайдешь, они бывают такие наглые, что просто даже там на одежду запрыгивают везде, на шею могут запрыгнуть. Если орешки в руках держишь, они вообще, можно даже не садиться к ним, не подавать, можно просто стоять с орешками, и все. Там и птички все прилетят, и все эти белки тебя окружат сразу, все там кушать зимой, ну, хотят, и поэтому
их там много всегда, вот на курорте постоянно их там какое-то безумное количество, и жутко ручные, поэтому можно просто вот приходить, что-то с собой брать, и они обязательно где-то чувствуют запах и прибегут, и обязательно будут там бегать, таскать эти орешки, куда-то их закапывать без конца и края. Такие воспоминания сейчас прямо зимние-зимние у меня в душе. А всего-навсего я испекла печенье и получила гостинцы от бабушки. Ой, эти шишки. Так что сейчас ставьте на минутку на паузу мое видео и срочно пишите своим бабушкам, скажите, что вы их любите. А если они у вас живут в деревне, то они вообще самые удачливые и счастливые. Потом ставьте лайк, подписаться и слушайте меня снова. Любила зимой всегда позвать подружек, взять санки-ледянки, такие салазки, такие санки-ледянки, и пойти на горку. Так как в Сибири чаще всего горки изо льда сделаны, летишь на них супер быстро, супер классно. И ох, сейчас такие воспоминания замечательные. Накатаешься, потом забежишь куда-нибудь чай попить, горячий, сладкий, и обязательно что-нибудь, плюшку какую-нибудь заживать. И так в душе сразу вот как-то, не знаю, светло, тепло, классно. Ох, не хватает мне, конечно, снега, не хватает вот этих сугробов, чтобы хрустел под ногами. Жутко скучаю. Сегодня просто видео такое, ностальгия. Приготовила печеньки, и теперь сижу, вспоминаю, как было классно в Сибири. Все, у кого есть возможность съездить в деревню и походить по настоящему снегу, вы самые счастливые люди, поверьте, я точно знаю. Ну что ж, думаю, подошло время попрощаться. Хочу в следующем видео прогуляться с вами в магазин. И, может быть, все-таки еще какой-то декор подобрать новогодний. Может быть, будет у меня вдохновение, и я все-таки что-нибудь себе еще возьму. Потому что, мне кажется, вроде бы как бы достаточно его, а вроде бы как будто и мало. И вот все-таки минималист в моей душе, он перебарывает, но все равно хочется какого-то еще чуть-чуть добавить праздничного настроения. Поэтому, я думаю, в следующем видео пойдем с вами посмотрим еще какой-то декор. Может быть, что-то сделаю, может быть, что-то немножко добавлю, может, что-то изменю. Хочется что-то все-таки, хочется еще чуть-чуть сказки, еще чуть-чуть новогоднего настроения. Ведь чем ближе Новый год, тем больше хочется что-то купить такое. А тем более сейчас везде распродажи, все, начинают там глаза разбегаться, руки тянуться, и поэтому прямо чешется сходить. Поэтому в следующем видео идем в магазин смотреть, что интересного из декора есть, и, возможно, все-таки я сама себя уговорю что-нибудь еще купить. Так что до встречи, пока! А я все-таки нашла фото с белками и с птичками, и вот решила вам похвастаться, показать, как же классно на снегу все эти друзья смотрятся. Вот такая вот сибирская зима. Спасибо за просмотр.